Балабой. У нас сегодня игрушка под названием Extremely Powerful Capybaras. Экстремально, чрезвычайно мощные капибары. Меня просят нажать пробел, чтобы продолжить. Я продолжаю. Здесь настроек, ага, вот так вот, я понял. English, Portuguese. Ага, только английский. Ну, что ж, придется напрягать немножко мозги, правильно? Ничего, старт. Я толком не разобрался, что это такое. Я увидел где-то, мне стало интересно, как бы я решил попробовать. Ля какая. Нажми Shift, чтобы... на пробел можно уклоняться, ничего себе. Так, я так понял, у нас здесь есть 4 класса. Это какой-то шаман, видимо. Это копьеносец, ух, медленный какой. Это ассасин, вот это, кстати, быстренький. А это, видимо, какой-то бард. А что ты скинулась, бросилась? Это бард. Я хочу попробовать по порядку, поэтому давай начнем за шамана. Он, правда, ну, кстати, он не такой медленный, как копьеносец, поэтому нормально. Ты можешь здесь статы посмотреть в меню паузы. Да ладно, господи, разберемся. Нажми Space, чтобы... Что? Пробел здесь нажать? Все, понял. Так, здесь есть 3 карты. Здесь есть 3 карты. Но доступна пока одна, потому что игра не вышла полностью. Это только демо-версия. Как бы да. Ссылка на игру будет в Телеграме, в Телеграм-канале. Как бы, если что, заходите, смотрите, что это такое. Я так понимаю, ага, у меня, то есть, вот эти шары летят квадратом каким-то. Это мне надо еще так становиться, чтобы попасть в них, да? Понял, неудобно немножко. Ладно, сейчас приловчимся. Но здесь есть прокачка, поэтому я вот собираю опыт. Аккуратно. Я собираю опыт, и сейчас мне новый скилл дадут. Вот, да-да-да, рассказывает мне. Типа, так, применяю, что-то прокачиваю, улучшаю. Короче, обучение для слабаков. Погнали. Level up, у нас новый уровень. У нас, значит, есть какая-то птичка. Будет возле нас летать, увеличивает нашу защиту, увеличивает дальность атак. И какая-то... И какие-то падающие штуки. Давай. Взять. Skip. Как принять? Enter. Hold interact. Надо зажать пробел, чтобы подтвердить. Все, понял. У нас новый скилл какой-то появился. Смотри, оно вот так вот по кругу будет бросать какой-то... но это не метеорит, это какое-то яйцо непонятное. Но тоже, видимо, какой-то фрукт. Я, видимо, фруктовый шаман. Еще новый уровень. Какой-то тапок-бумеранг. Я не знаю, что это. Ну, давай. Давай сейчас все скиллы чисто попробуем, что это такое и что из этого получится. Где мой бумеранг? Вот. Он будет лететь в ту сторону, в которую я иду. Вот это, кстати, неудобно. В таких играх я такое не люблю, потому что, как бы, тут, когда будет много волн, тебе же надо убегать, правильно? Так, и опять новый уровень, новый скилл. Оставляет... Непонятно, что он оставляет, давай возьмем. Этот скилл, видимо, будет за спиной бить. Или нет? Что он делает? Ай! Я не дочитал, походу. Он, видимо, срабатывает... Стой, на мне какой-то щит, смотри. Ну-ка, ударьте меня. Смотри, на меня щит накладывается. И когда меня бьют, он взрывается и наносит урон. Это, кстати, круто. Нормальный скилл. Слушай, если какая-то непонятная толпа будет, ты вот так вот берешь, все, и взрываешь всех. Это, кстати, удобный скилл, слушай, удобный. Не прогадал. Опять новый уровень, опять новая прокачка. Есть у нас, значит, увеличение дамага и новые скиллы. Давай я возьму пока увеличение урона, мне хочется взять. Есть кулачки какие-то, есть птички. Давай я пока увеличение урона возьму. Да. Я, кстати, хотел рассказать. Лег в 5 утра. Будильник зазвонил в 9. Я тиктоки опять смотрел, как обычно. Лег в 5 утра. Будильник зазвонил в 9. Я проснулся, отключил его. Потом зазвонил будильник в 10. Я уже проснулся.
и потом 2 часа сидел в гребаном ТикТоке. ТикТок это какой-то гипноз, это тупо зомбирование. Его надо переставать смотреть, это бред какой-то просто. Ребята, переставайте смотреть ТикТок, это ужас просто. Опа, критический... Что? Шанс крита увеличивать, взять. Надо бы тапок прокачать, бумеранг. Тапок-бумеранг. Насколько я знаю, то здесь еще должны хилки выпадать из этих ребят, но что-то мне пока не падает. Видимо, оно должно падать позже, но... А когда позже-то? Да, плохо я тапок взял. Там мне надо становиться вот так вот и атаковать. Да, неудобно. А у него КД большое. Подожди, я еще и урон получаю. То есть у меня щит сбивается, но я урон все же получаю какой-то, да? То есть, наверное, надо щит прокачать, чтобы меньше урона получать, да? Я, кстати, о чем-то рассказывал, что я вроде не выспался, что-то такое. Но я так часто делаю, поэтому не страшно. Ну ничего, постараюсь быть поэнергичней, чтобы ролик не вышел скучным, правильно? Болтать буду с вами постоянно. Кстати, я ж не умею выпрашивать вот это все. Не умею байтить на лайки, на комментарии, на подписки, поэтому просто, напрямую в лобешник попрошу, подписывайся, если ролик понравился. Опа, кувшинчик какой-то появился, надо забрать. Что я говорил? Да. Я же выпрашивать умею, а байтить не умею, поэтому просто попрошу. Если нравится ролик, подписывайся, ставь лайк, комментируй и все остальное. Если не нравится, то дизлайк, отписка и все остальное. Что это? Деньги это хорошо. Деньги это я люблю. 300 баксов дали. И скилл. Magic Moments. Shots in different direction. Оно будет еще в дополнительных, наверное, этих... просто дамаг прокачается и перезарядка. Все, я понял. Это описание скилла. Нет, я не хочу умирать так быстро. Я не хочу умирать так рано. Я только игру Нет. Да, плохо я прокачиваюсь. Надо что-то другое качать. Что это такое? Маркс. Давай. Я не знаю. Новые атакующие скиллы берем, потому что у меня что-то не получается защищаться. Я помер. Это все? Я помер, я dead inside. Пупа. У нас что-то новое разблокировалось. Я убил 300 человек. Господи, 300 зомби каких-то. Открыл один кувшинчик и заработал 300 баксов. Это очень полезно. Ладно. Первый блин комом, ничего страшного. Сейчас возьмем другой класс, побыстрее. Знаешь, кто тут есть? Барт. Он быстрый? Кстати, быстрый. Давай возьмем. Можно было бы взять ассасина, но мне кажется, за ассасина... Ты бьешь в ту сторону, которую идешь. Не надо мне такое. Давай за ассасина. Что ассасин делает? Крутится. Нормально. А ты что мне расскажешь? No туториал. Никаких этих. Все, погнали дальше. Старт. Еще одна попытка. Сейчас все будет. Должна пройти она удачно. Кстати, с одной тычки сносит. Хотя за шамана тоже с одной тычки сносила. Но вот это поудобней. Оно по кругу бьет. А за шамана в 4 стороны тупо летит. Еще надо как-то навестись. А это не для меня. Я такого не умею. Все, сейчас собираем, прокачиваемся опять. Только надо читать хоть, что скиллы делают, а то я не дочитал, взял какую-то фигню. Она передо мной бьет, ее наводить еще надо. Не, я так не умею. Я казуал, все дела. Вот, видишь, вот этот бумеранг бьет вперед. Я не буду его брать. Я возьму какие-то следы. Я возьму. Но по идее это будет нормально. Я буду бегать и сзади меня следы оставаться. И те ребята, которые за мной, они будут дамажить. О, да, реально умер, смотри. Он на лапку наступил на след и помер. Жалко его, конечно, но что поделаешь. Вот, и повышение дамага на 10%. Это обязательно сразу забрать. А ну-ка. А ну встань. Да, смотри, он на след становится и тупо лопается. Лопается. Да, у меня пока максимально только 2 следа оставлять я могу. Так что придется прокачать. Ничего, прокачаем, я думаю, будет получше. Музычка, кстати, такая прикольненькая, да? Прикольненькая, мне нравится. Господи, так уровень быстро поднимается, это ужас.
Вот, это вот эта штука, которую я прокачал. На меня щит какой-то накладывается и взрывается. Но я его брать не буду, потому что я все же урон получаю, поэтому давай возьму пока повышение критического шанса. Будет нормально, думаю. Да-да-да, норм. Все, следы пока оставляем. Наши сюрикенчики всех убивают с одной тычки пока что, поэтому круто. Можно жить. А я, кстати, могу под этими корнями ходить. Я думал, я не пройду. Типа, застопорюсь. Кстати. Так, что? Давай еще повышение урона на 10%. Сразу вкачаю на максимум это. Чтоб потом не задумываться. Нам выпадают синие шарики опыта. Они мало дают. И выпадают красные, они намного больше дают опыта. Поэтому надо их сразу собирать. Кстати, жалко, что здесь опыт не засасывается в тебя сам. Ну, хотя это было бы слишком уже просто. Поэтому надо все-таки ходить и собирать опыт. Но все же уровни очень быстро пока поднимаются. Я не знаю, это надолго или нет. У нас есть штука, которая повышает шанс уклониться, я так понял. Есть кулачки какие-то, но они тоже бьют передо мной. Есть повышение арбузиков. Это когда я буду арбузик подбирать, то он будет больше хп восстанавливать. Но мне это не интересно. Давай возьму вот этот метеорит фруктовый. Фруктовый метеорит. Он, в принципе, по кругу ходит, то может кого-то и зацепит. Если им нормально управляться, вот так вот. В принципе, норм тема. Кучку довольно большую будет снимать, если что. Если вот так вот бежать спиной, тем более, да, то будет нормально. Да. Надеюсь, не прогадал. Нет, кстати, ничего тыкать не надо. Я просто хожу по кругу и все. И мне опять звонят. Ну, елки-палки, ну. Так, я снова здесь. Звонила мать, представляешь? Похвасталась, загорать поехала. Говорит, рассказала, как у нее дела. У нее все хорошо, так что можешь не переживать. За мою мать можешь не переживать. Конечно, смешно звучит, ну ладно. Ну, мама это святое, трубочку нельзя не брать, правильно? Правильно. Поэтому, опа, стоять. Increase your critical damage. Смотри, повышает наш критический урон. Критический урон — это вот эти циферки, которые выпадают желтеньким. Они довольно большие выпадают. Смотри, у меня урон вот 27, еще сколько-то, 22. А сейчас крит выпадет. А где крит? Будет крит? Не будет крита сегодня, да? 27, 27. А где криты, Олё? О, 37. Ну видишь, на целых 10 урона больше. Это довольно много, как мне кажется. Вот этот фрукт, падающий метеорит, будем его так называть, он реально большую кучу сносит. Типа подождать, пока он к ним развернется, направить на них и все, им хана. А вот мои сюрикенчики наносят пока не так много, мне надо 2 тычки, чтобы вот этих рыбок убить. Пираний, я так понимаю, скорее всего. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, мне надо хилку подобрать срочно. Надо хилку подобрать и опыт. И, кстати, кувшинчик выпал. Насколько я... повышает критический урон, давай. Насколько я понял, то кувшинчик — это улучшение моего основного скилла. Это этого, как его звать? Господи, сюрикенов моих. То есть я пойду сейчас кувшинчик заберу. Правильно? И у меня улучшат... Да елки-моталки, улучшатся сюрикены. Да, надо аккуратно здесь ходить. Так, захватили? Захватили. Отлично. Только на меня там куча зомби идет. Мне надо это будет как-то задоджить потом быстренько. Так, нажать. И что-то мне увеличивает дамаг и перезаряд. Уж хорошо. Так, мне надо резко направо, чтобы уклониться от этого всего. А, они умерли, смотри. Я понял. Кстати, пираньи теперь начали с одной тычки умирать. Очень, очень круто. Очень, очень полезно. Так, сейчас... Ой, смотри, сколько здесь опыта. Тихо, собрать. Это все надо быстренько собрать. Быстренько надо собрать. Так, я точно с паузы снял? А то мало ли, господи, я так боюсь. Я так боюсь. Так, критический шанс. Увеличить. Чем больше критов, тем больше урона. Правильно? Правильно. Логично, логично. Все. Так, сейчас еще. Еще уровень апнули. Так, о, лапки, лапки, лапки. Это следы, которые за мной будут оставаться. Дюратион, это что? Дюратион, это, наверное, время жизни будет у них. Потому что они очень быстро пропадали, я помню, да? А сейчас они будут дольше жить.
Кстати, эти ребята в стенку упираются. Этим можно пользоваться. Хотя это может иногда и помешать, но этим можно и пользоваться. Как бы упереть их в стенку и кучку убить. Но если они когда-то упрутся не в попад, а ты будешь идти, а там хопа стоит арава их, будет как-то нехорошо. Я, пожалуй, возьму еще один скилл на этот, на урон. Лапки потом прокачаем. Я хочу взять вот этих птичек. Мне интересно, что они делают, как они действуют. Как они работают. Как вы работаете, ребята? Где птичка? Ага, вот. Птичка какая-то вокруг меня летает. И, кстати, дамажит неплохо вроде бы. Да, перезаряд. Да, кстати, 32 урона, если не ошибаюсь. Если это с птички. Вроде бы 32, да. Так, метеорит. Опа, повышение урона сюда. На целых 30% уже. Это довольно-таки неплохо. Так. И сколько? Сколько теперь урона будет у меня? 33. Это с чего? Это с сюрикенов, наверное. 44 с крита. Я понял. Так, мне надо навести вот этот метеоритик на этих ребят. Сверху. Вот так вот. Вот, и еще один. Все отлично. И, кстати, там мои лапки, они как-то взрывались вроде бы часто, или мне показалось. Но вроде бы неплохо работают, да. Я хочу опыт быстренько собрать, но у меня это не получается, потому что они за мной ходят постоянно, собираются. И я не могу опыт подобрать. Так, мы повысили урон лапкам, и вроде бы еще что-то. Я не успел заметить. Я увидел урон, мне этого хватило, знаешь. Так, сейчас я их тут немножко по кругу повожу. И опять надо будет собрать опыт. Да, и надо будет, наверное, все-таки скилл взять, чтобы бил передо мной, потому что больно. Я когда иду вперед, мне не хватает атаки, чтобы прочистить путь. Понимаешь, мне надо дожидаться сюрикенов. Это не очень удобно. Вот эти вот кулачки вроде бьют перед собой, и бьет еще вот этот тапок. Но тапком я пользовался, он мне чуть не особо понравился. Давай кулачки испробуем, как они будут работать. Ну, кстати, вроде бы неплохо. Смотри, сколько опыта. Сюда, сюда, все сюда, все сюда. Да-да-да, кулачки вроде нормально работают. Я еще, кстати, могу подходить к ним и ждать, пока кулачки будут бить. И отбиваться. Тоже удобно. Потому что сюрикен вроде бы... О, сюрикен, говорю. Тапок вроде бы дольше перезаряжался. Так, защиту я не хочу все это брать. Давай прокачаем еще... Хотя... Мне кажется, все-таки надо взять один скилл на этот... на хп, либо на защиту, что такое. Давай так и сделаем, знаешь. Хотя... В принципе, если не подставляться, то и не больно. А если вкачать сильно атаку, то мне, по идее, и защита не нужна, я буду всех выносить. Так, давай прокачаем птичку. Что ты делал? О, по 2 птички будет прокачать сюда. Это полезно, это надо. Так, метеорит в них жахнули. Кулачками отбились. Так, надо будет еще кулачки прокачать. Ай-яй-яй. Да, надо постоянно двигаться, короче, и не подставляться. Потому что я стою на месте, меня окружают. Очень плохо работает. Опа, еще один кувшинчик. Кстати, у нас какой-то таймер наверху есть. Я не знаю, за что он отвечает. Так, повышение дамага всего или птичек? Давай повышение дамага всего возьмем. На 10% еще. И пойдем к кувшинчику. Да, говорил не стоять на месте и сам остановился. Что ж, молодец. Молодец. Жаль, у меня здесь помощников нету. Ни Степана, ни Олега, моего любимого, да? Ну ничего, как-нибудь справимся, я надеюсь. Так, давай, забирай. Забирай. Хорош. Если я правильно понял, то когда я забираю кувшинчик, то у меня враги в радиусе кувшина взрываются вроде бы. Но это не точно. Так, повышение чего? Повышение скорости и дальности. Ну, давай. Интересно, скорость, как это? Скорость поворота и кручения будет работать как-то. Нет, мне вроде бы показалось, что что-то взорвалось, но враг не взорвался. Ой, опыта много. Опыта много, очень много опыта. Так, птичек. Дамаг 2 раза больше, неплохо. Это надо. Птички по кругу крутятся, это очень хорошо. Опа, лапки. Давай метеорит сейчас прокачаем. Скорость. Скорость падения, наверное, прокачается, да? А ну-ка.
Ну, какая-то скорость прокачалась. Кстати, птички реально домашние стали вроде бы. Да и лапки мои дамажат. Смотри, вот они наступают на лапки мои и взрываются все. Все-таки лапки не зря прокачал. Не зря. Что ж, ладно, сейчас еще по кругу походим, опыт пособираем. Будем дальше прокачиваться. КП у меня действительно очень мало. Чисто 3 атаки и все, и меня нету. С этим надо как-то бороться. Я не знаю как, если честно. Надо бы арбузики кушать. Видимо, я это так просто не пройду, да? А постоянно за мной ходят черти. Не могу опыт собрать. Не могу опыт собрать. Отстаньте от меня. Опа, левел ап. Лапки или кулачки? Давай лапки. Кулаками я не так часто вперед бью, а вот лапки сзади меня пусть спавнятся. Я опять не прочитал, что там увеличилось, но я просто прокачал. Так, арбузик подобрать. Мне кажется, эти арбузики пригодятся. Они вроде бы не пропадают, поэтому я их не буду пока все подбирать. Правильно? Такс. Птички, как мне кажется, то птички очень сильно дамажат. И лапки, кстати, похоже, несколько раз взрываются. Либо это они близко стоят, и мне так кажется. Либо они, правда, несколько раз взрываются подряд. И если я правильно вижу, то у нас новый опыт падает. Фиолетовенький какой-то. Да, есть синенький, есть красненький, а есть фиолетовый. Видимо, фиолетовый еще больше. Это как-то странно. Мне казалось, оно как-то по цвету будет более распределено получше. Типа идет синий, за ним наоборот фиолетовый, потом уже красный. А то после красного... Красный кажется более каким-то легендарным, ну ладно. Может, я не шарю просто, правильно? Кто его знает. Опа, урон получил. Опять негодяй. Так, у нас 6 минут осталось каких-то. Я не знаю, это мне надо выжить 6 минут просто, или через 6 минут я умру, и мне надо успеть зачистить все. Я честно, я не разбирался, как это работает. Я действительно первый раз в это играю. Но, как вы поняли, у меня ничего не прокачано. Поэтому да. И это демо-версия, кстати. Я не знаю, как долго в эту игру можно играть. Это демо-версия просто с одной картой и без прокачки? Или демо-версия я сейчас один уровень пройду и игра закроется? Это даже хороший вопрос. Так, увеличим урон еще. Кстати, я только сейчас заметил. У нас лапки золотые какие-то стали. И и повышение урона тоже золотое какое-то. Меня зажимают. Зажимают. Крутись, давай, крутись. Так, опыт. Сейчас надо кувшинчик быстренько забрать. Так, повышение здоровья, повышение критического критического урона. Увеличить. Обалденно. Все. Я случайно арбузик подобрал, ну ладно. Надеюсь, это не сильно повлияет. Так, все, кувшинчик есть. И резко идем наверх, чтобы нас никто не коцнул. 22 уровень у нас тем временем. Я постоянно по 300 баксов зарабатываю. Так, урон плюс 10. И перезарядка еще быстрее будет. Это замечательно. Это просто замечательно. Чем больше, чем чаще бьем, тем больше... Чем меньше, больше... Подожди, как? Чем больше... Подожди. Сложно. Подожди, сейчас что-то у меня сломалось в голове. Правильно. Чем больше мы бьем, тем меньше врагов остается. Или как это работает? Ай-яй-яй, смотри, черти. Могу птичек прокачать, а могу шанс крита. Но шанс крита он только на 2% увеличится. Давай пока птичек прокачаем. 3 птички! 3 птички! Все, всем хана. Пойду разносить. Давай, птички. Хорош. 81 там крит залетает, смотри. Это с птичек, я так понимаю. Кстати, если не ошибаюсь, то чем быстрее я хожу, тем птички дальше разлетаются, или мне кажется. Так, рейндж 4 будет. Это в 2 раза больше, они в 2 раза дальше будут разлетаться птички. А ну-ка, давай посмотрим. Я, кстати, Смотри, я загорелся каким-то пламенем, как в аниме. Знаешь, какая-то ярость на мне наложена. Это типа такой крутой стал? Или злой, или ничего. Ох, елки, птички, что вы творите?
Реально птички бешеные. Тогда давай крит им прокачаем. Да ты шо? Птички вообще сумасшедшие. Птички это имба. Птички имба. Птички имба. Птички имба. Птички имба. И да, вроде бы я когда на месте стою, то... Да, смотри. Чем больше у меня скорость, тем дальше они разлетаются. Или нет. Давай вот я на месте буду стоять. Да, я когда на месте стою, они не так далеко разлетаются. Что понял. Так, я думаю, мне надо побольше ходить, потому что у меня все-таки следы от лапок есть. Это надо использовать. Я опять арбуз подобрал. Что ж ты будешь делать? Так. Кулдаун всех оружий, да? У нас есть возможность увеличить перезаряд, точнее уменьшить перезарядку всех оружий. Давай так и сделаем. На 4%. Это, конечно, не так много, как хотелось бы. Но это пока только первый уровень прокачки. Потом мы еще прокачаемся. Я думаю, будет получше. Ох, елки, птички, по 70 урона залетает. Елки, только меня зажимают. Меня зажимают. Прокачать кулачки. Или увеличить. Давай кулачки. Увеличить. Они больше станут. Птички, спасите, птички мои. Господи, здесь птички просто решают. Просто птички решают. Только птички. Давай еще критический урон повысим. Здесь просто птички решают. Так, мне надо весь этот опыт быстро собрать, чтобы... А птички на каком? А птички-то на максимальном уровне. Так, меня уже дико зажимает. Я не знаю, как этот опыт весь подобрать. Мне надо еще 3 минуты продержаться. Я не знаю, что будет через 3 минуты. Я надеюсь, уровень закончится, потому что здесь уже такое мясо начинается. Ой, смотри, сколько здесь опыта. Надо это все быстро подобрать. Так, еще шанс критического урона взять. Так, взяли. Быстро собираем все это. Собираем добро пока. Так, арбузики обходим стороной, чтобы на потом остались. А то мало ли я урон получу, правильно? Так, метеорит. Дюратион. 2 из 3. Это что значит? Я не помню, что такое duration. Ай! Уцнула, зараза. Метеорит стал вроде бы чаще вылетать, да? Да, видимо так. А duration и cooldown, типа, это не одно и то же, что ли? Как это работает? Дамаг метеориту, либо дамаг кулачкам. Дамаг кулачкам, либо дамаг метеориту. Дамаг 25 станет на 10 больше, и тут на 10 больше. Либо шанс... Давай кулачки. Мало ли, я там когда-то на врага развернусь и кулачками все-таки что-то нанесу, какой-то урон, правильно? Ну, птички это просто имба. Кстати, я не понял, как я захилился. Либо повышение уровня хилит, либо я подобрал случайно арбузик. Либо я случайно подобрал арбуз. Так, кулачки еще. Скорость кулачков, давай. Потому что я, когда иду вперед, вот тут фиолетовые такие пираньи появляются. Мне надо их как-то убить. Опа, кувшинчик забрать надо. Музычка такая классная, расслабляющая. Но что-то вообще не расслабляет. Что-то у меня вообще очко жим-жим и все остальное. Птички, разлетайтесь, птички, мне нужно больше урона. Мне надо сейчас разогнаться, чтобы птички разлетелись и разнесли всех. Так, что это? Скорость и дальность. Давай, нормально будет. Это рандомно выпадает или всегда по стандарту у меня будет скорость и дальность? Просто хотелось бы все-таки урон. Ну, ладно, уж как пойдет. Даже так кулачки пока слабо дамажат. Надо будет прокачать еще. Ага. Кстати, смотри, мне эти арбузики не так много восстанавливают хп. Так, кулачки станут больше. И дамаг. Давай пока дамаг прокачаем. Что-то мне кажется, я не те скиллы, конечно, вкачал. Ну ладно, разберемся. Я все арбузики собрал, дурак. Ладно. Так, метеор что? Дюратион. Ну увеличивается. Так, подожди, что это значит? Что такое дюратион? Я без понятия. Число увеличивается почему-то. Не, ну чем больше, тем лучше, наверное, правильно? Опа, золотой опыт, кстати, смотри. Золотой опыт стал падать.
И я где-то по 99 урона уже наношу в некоторых ситуациях. И птички, кстати, как-то странно работают. Они... Я вроде бы иду прямо. Они когда-то больше разлетаются, когда-то меньше. Это странно это работает все, конечно. Меня сейчас убьют. Меня сейчас убьют. Меня сейчас убьют. Меня сейчас убьют. А, кулдаун надо было прокачать. Господи, я забыл за этот кулдаун вообще. Он у меня есть. Представляешь? А, птички, помогите. Зажали. Зажали. А, видимо, когда все плохо, птички сами знают, что делать. И начинают разлетаться во все стороны. Видимо, когда меня зажимают, птички сами соображают, что надо как бы меня спасать. Потому что я умру. А умру я, умрут и они, правильно? Я не понимаю, как это работает, честное слово. Но мне нравится. Меня все устраивает. Так, кулдаун давай прокачаем. А, и кстати, у меня только 2 скилла сейчас падает. Видимо, я... А, ну да, у меня мест больше не осталось сверху, вот слева. Для скиллов. Именно поэтому мне, наверное, ничего не падает. Давай еще кулдаун. На 12% уже. Ну, на 12% это уже более-менее так солидно, правильно? Так, еще минута осталась. Надо минуту продержаться. Я не знаю, для чего и для кого. Вот, давай продержимся. Так, опыт собираем. Арбузики оставляем. Мало ли. Мало ли. Мало ли, я говорю. Только не получится их всех оставить. Так, еще кулдаун. Еще перезарядку качаем. Так. Отлично, отлично. Отлично, отлично. Да, ну, за шамана, я думаю, здесь было бы посложнее. И, кстати, скиллы за шамана такие же самые выпадают. Ну, видимо, ну, это ж демо-игра еще, поэтому так это работает. Скорее всего. Во-во-во, птички разлетаются. Да. Видимо, чем ближе ко мне враги, тем дальше разлетаются птички. Так, и у нас осталось выжить 30 секунд. Ой, кулдаун на целых 20% увеличивается. Точнее, уменьшается. Господи, как же хорошо. Я хочу собрать опыт, но не собрать арбузики. А все. Я уже столько опыта, наверное, не соберу. Сколько мне надо. О, господи, какое месиво. Какое месиво, какое месиво. Тупо, я ничего не понимаю, что происходит. Кто-то умирает, кто-то выживает. Что за... Вакханалия. Ну, мне нравится. Все взрывается, все. Да, я до 40 уровня уже не прокачаюсь. Что, жалко. Ну ничего, зато мы прошли. Все, изи катка, изи. В смысле? Что? Не так. Что случилось? Что? Какой? Это что? А, босс? Да ты гонишь. А где я? Кто из меня я? Так, я так понимаю, надо уклоняться, да? Ай, не иди ко мне. Ну, он вроде бы бьет не сильно. Только надо уклоняться от этих шариков. Я себя не вижу из-за этих атак. Из-за того, что птички сильно... Ой-ой-ой, я урон получаю. Из-за того, что птички сильно часто летают возле меня, я не вижу, куда... Ай! Он на меня наступает, черт. Гад такой. Давай, иди сюда, падла. Давай, выходи один на один. Ага, уклоняюсь, падла. Так, а я так понимаю, сражение с ним будет бесконечное, либо пока я не победю. Правильно? Ау. Так, надо хилку подобрать. Вон арбузик справа вверху. Опа, вот арбузик есть. Так, надо поближе к нему подходить, чтобы мои птички все к нему... Ай, наступил на меня, гад. Не-не-не, я за арбузиком. А я не смогу за арбузиком, потому что... Ага, вот, все, могу подобрать. Камера на нем держится на гаде таком. Ну, мне сложно, подожди, куда ты уходишь от меня? Не убегай. Я свою капибару не... Куда? Ого, он далеко полетел, стой. А драться со мной кто будет, а? Чертяка. Ну, в принципе, от этих атак еще как-то можно уворачиваться. Тихо. Мне надо двигаться, чтобы птички разлетались. Я до сих пор не могу понять, как эти птички работают. Уклоняйся.
уклоняйся. Слава богу, это демо-версия игры. И он здесь не такой Я уклонился. Я видел, у меня уклонение сработало. Я видел, у меня уклонение сработало. У меня атака попала, но мне написало что-то, то ли дефит, то ли что-то такое. А, задоджил, наверное, задоджил, вот. Додж написала, наверное, скорее всего. Так, мне совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть осталось! Задоджил опять, прикол. Убил. Викторио Региум, это кто? Это я или он? Шо? Туториал Копи Токенс. Я заработал Копи Токены. А, Капибара токены, ага. Легендарный артефакт, который получается за босса. Ты заработал, however, you get bonus tokens. За каждым классом, если я пройду. Господи. Босса, то я получу этот токен. Я могу использовать эти токены, чтобы прокачать, наверное, капибара классы вот эти. Ладно, окей. Я прошел? Да. Новый капибара у нас открылся. Видимо, продавец какой-то. Улучшатель капибар. Новая обилка, кстати. Лазерная лампа. То есть у меня новые скиллы открываются, когда я игру прохожу. Когда босса убиваю. Слушай, это только демо-версия игры, а она уже, прикольная. Тут даже прокачка есть. Казалось бы, демо-версия, я уже прокачиваться могу. Прикол? Блин, круто. Прикольно. Ага. И появится еще 2 класса, когда выйдет полная игра. Какой-то фермер, наверное. И кто-то еще, не вижу. С какой-то чашкой за спиной. L1, наверное, какой-то, без понятия. Что ж, прикольно. Ну, за ассасина прикольно. За копейщика, конечно, как это будет работать. И он медленный, зараза. А он копьем, интересно, сам бьет. Кстати, смотри, я иду вправо, а копье смотрит в любую сторону вообще. Какую хочет. Копье вот на ближайшего... так за копейщика норм, оно на ближайшего врага наводится. Блин, прикольно. Надо будет за копейщика попробовать пройти. Так, talk to me if you want ability increase. Вот за монетки можно повысить увеличить прокачку скиллов. Так, смотри, давай. Птички мне очень понравились, они очень дамажные. Давай прокачаем. Апгрейд. Так, есть. В принципе, сколько тут скиллов? Ух, сколько здесь скиллов! Сколько же здесь скиллов, и все в полной версии игры будет. И лазерная лампа. Я пока не знаю, как она работает, поэтому я ее пока прокачивать не буду. Давай прокачаем, я не знаю, лапки, что ли. Лапки, они, в принципе, отпечатки вроде бы нормально работали. Каким-то образом они мне точно помогали, поэтому давай прокачаем. И давай прокачаем вот это. Увеличение урона. Это обязательно надо. Все, красота. Что ж, вот такая вот игрушка. Все, я хочу попробовать за копейщика потом еще. Потом еще попробуем за копейщика. Пока никого прокачивать не будем, потому что я сыграл только за ассасина. Я не знаю, как остальные работают. Warrior... у каждого свои способности есть какие-то. Вот у него 140 хп, защита, дамаг 15. У этого кулдаун увеличивается, у друида. У этого дамаг 30 будет аж тоже. У этого критический шанс увеличивается. То есть ассасин спец по критам. Бард спец по урону и по критическому шансу, в принципе. Бард это соединение дамага и крита. А друид это, наверное, у него побольше хп и побольше перезарядка. А варьер у него побольше хп и побольше урона. То есть у каждого свои прикольчики есть. Что ж, прикольно. Вот такая вот игрушка. Что ж, еще раз напомню. Ссылка на игру будет в телеграм-канале. Я думаю, как-то разберетесь, как в телеграм попасть, правильно? Вот. А я тут пока с капибарами покупаюсь. Что ж, спасибо за просмотр.
Еще раз напомню. Лайк, комментарий, подписка, отписка, дизлайк, хейт, вот это вот все, что хочешь, делай, короче, что тебе нравится. Все. Счастья, здоровья, любви, успехов в жизни и всего самого наилучшего. Музычка, конечно, прикольная, я не могу.